Всем доброго утра. Вчера смотрела репортаж заведующей, который, кстати, и владеет частным детским садом. В общем, ее там судили за то, что допустила работать афроамериканца, но не из-за того, что он афроамериканец, а из-за того, что он умер потом от нехорошей болезни в больнице. От болезни, которая передается, и дети могли заразиться. И вот за это на нее подали в суд. Но самый курьез состоит в том, что она еще занимается магией, как она говорит, черной магией. Я посмотрела ее канал, и там в сюжете показали несколько этих несколько, значит, этих роликов ее. Ну, понятно, обыкновенный магуй. Таких пруд-пруди. Знаете, что самое обидное и неприятное, что их стало настолько много, они так морочат незрелые умы, я бы сказала, тупые умы, потому что не все люди начитанные, не все люди работают над собой, не все люди умны, к сожалению, а серую массу вести за собой. И сегодня вот утром меня вывели из равновесия. Вот, можете отчитать, там, помочь женщине убрать бесенка родового. Слушайте, я говорю, где вы эту хрень читаете? В каких книгах вам эту ерунду написали? Это в 90-е годы, когда вот этот бум начался, знаете, вот прям все тронулись на магии, когда у людей были тысячи проблем, люди искали выход, спасение. И вот в это время начали развиваться эти все новоделы магии. Кто-то более грамотно, кто-то начал действительно собирать заговоры, обряды бабушек там по этим селениям. Кто-то взял книгу Сахарова, этнолога, и начал оттуда переделывать. Кто-то как-то по-другому, а кто-то просто придумал из задницы все, что мог придумать. И как можно больше бесовщины, как можно больше про бесов, чертей, родовые бесы. Такая тупость. Есть родовая сила, ее никто не изгонит. Если у человека есть родовая сила, этот человек становится ведьмой или колдуном, если это зависит от пола. Все. Или шаманом, или еще кем-то. Но в данный момент их настолько великое множество. Недавно смотрела там «Сила шаманов», какой-то там великий фильм. Думаю, может, что-то интересное. Такая чушь. Одни сплошные шаманы, ряженые, понимаете, с этими лисами на башках. Шаманка какая-то смотрит, очень сосредоточена судьбу. Вот духи говорят, что ты должен очень много работать, чтобы у тебя бизнес развивался. Слушайте, такие вещи может говорить даже школьник. Сила человека – это когда ты знаешь то, чего другим не дано. Когда ты даже темы общие, значит, известные, можешь раскрыть по-своему так, что там очень много будет нового, неизведанного. Вот сила – это глубинные знания. Сила – это результаты твоих работ. А говорить человеку, который бизнесом занимается, что если ты хочешь заработать много денег, надо много работать, ну это вообще ни о чем. И вот таких полным-полно. И они придумывают, чего только не выдумывают. И в прошлых жизнях ты была там, не знаю, понятно, непонятно кто. То космические какие-то силы за тобой пришли, то какой-то родовой бесенок, которого надо изгнать. Каждого второго называют ведьмой, ты должна силу какую-то принять и так далее. И их великое множество, это очень омерзительно, потому что сейчас слово магия или ведьма люди слышат. А, понятно, ну вот эти вот аферисты, что тут. Ну вот они там зарабатывают и придумывают что-то. И, к сожалению, в большинстве своем они правы, понимаете? В большинстве своем так и есть. И вот смотрю на эту бабу. Занимается она черной магией. Бред бредовый, вообще ни о чем. То же самое.
родовые бесы, родовые бесята, еще какая-то хрень. Карты там перетасовывают, прошлые жизни какие-то смотрит. Как распознать таких, об этом уже было снято, 1000 раз сказано. Я думаю, я даже не знаю, надо ли говорить. Самое главное – это ясновидение у человека. Человек должен увидеть в вашем прошлом то, чего вы знать не знаете, хотя бы 70%. Хотя бы. Иногда бывает 100% совпадение. Если у человека нет ясновидения, пусть это ясновидение будет через карты. Карты просто помогают, они дают возможность сэкономить энергию. Подсказывает. Это все подсказывает духи, понимаете? Если у человека нет ясновидения, значит, у него нет связи с миром духов. А только мир духов может подсказать нужные слова для создания ритуала, заговора. Мир духов может подсказать, что у этого человека за проблема. Проблема с его родом, проблема с ним, с его генетикой, неважно. И как это помочь. Отправить его к врачу или можно отчитать. Если у человека нет ясновидения, если человек говорит общие фразы пальцем в небо, ни о чем. Вот ты да недовольна своей работой, все недовольны работой. Вот тебе денег не хватает, всем не хватает. Последнее время у тебя плохое настроение, у всех в последнее время плохое настроение. Любого человека поймай на улице, скажи, у тебя настроение плохое в последнее время, работой недоволен, денег не хватает. Да, совпадение 100%. Когда ко мне приходят и говорят о таких людях, вы знаете, она так сказала, все прям как есть. Я говорю, что конкретно? Ну, сказала, что вот как-то плохо себя чувствуете, последнее время тревога. Я говорю, послушайте, если бы у вас все было хорошо, вы бы к ней не пошли. Естественно, что у вас тревога, плохо чувствуете, настроения нету. Это не совпадение. Это просто даже это не глубинная психология, это не какие-то там архизнания. Это обыкновенная бытовая психология. Что с тобой? Что-то у тебя не то, что у тебя настроения нету. Понимаете, попала в точку. И человек долго не задумывал. Или там, ну с чем вы там пришли? И человек в стрессе, он говорит, все, выкладывает. Потом то же самое, как бы твое тебе продают обратно. Ой, это знаешь, вот у тебя вот это. Или вот делают акцент, смотрят на твою реакцию. Если ты свекровь обвиняешь, вот свекровь делает, ты готова эту информацию принять, понимаешь? Ты готова, ты сама уже себе решила, что это свекровь тебе делает. Даже если весь мир скажет, что это не так, ты все равно не поверишь. А вот человек просто, не старается, у них нет цели вам помочь. Их цель деньги с вас взять. Вот и все. Поэтому таких людей огромное количество. Теперь самый главный вопрос. Имеет ли право человек, работающий с детьми, заниматься магией? Даже если этот человек действительно одаренный, даже если ему правда дано это все, если ему это дано, значит, он с детьми работать не имеет права с того времени, как открыто начала работать в магии. Я работала очень много, достаточное количество лет с детьми, преподавала. Но тогда, если я принимала людей, об этом мало кто знал, то есть, по крайней мере, дети эти не знали, у меня не было канала и прочее. Вот сейчас, если мне предложат поработать с детьми, я откажусь. Почему? Потому что дети и магия – это совершенно разные сферы. У них неокрепшая психика. Во-первых, они меня уже всерьез не воспримут как педагога, потому что они будут знать мой канал, мои беседы. Может быть, некоторые из них правильно поймут, но некоторые из них, но у детей неокрепшая психика. Их нужно держать подальше и от религии, и от магии, от всего. Подальше. Потому что дети могут воспринимать совсем по-другому вот эту духовную сферу, и это может очень сильно повлиять на их будущее, на их психику. Понимаете, дети иногда, наслушавшись даже проповеди в церкви, приходят домой, им начинает казаться, что в доме есть бесы, еще что-то. Некоторые дети так становились преступниками. Они на этой почве страха, ужаса начинали нападать на своих родных. Им мнилось, что
в них кто-то вселился, пытались изгнать. То есть ребенка с неокрепшей психикой лучше вообще не посвящать в эти все дела. Можно, конечно, есть религиозные родители, там они рассказывают какие-то библейские истории, даже есть детская Библия, если они хотят приучить своего ребенка. Я не призываю к этому, просто говорю, если есть люди, которые, ну, которые религиозные, и они хотят, чтобы их дети знали их верования, но они должны, по крайней мере, подходить к этому очень так деликатно и очень осторожно. А уж к магии тем более. И поэтому, почему я очень против, чтобы дети увлекались магией, субкультурами, потому что это ничем хорошим не закончится. Они лезут в такие дебри, из которых выйти не смогут. Взрослые люди, которые лезут туда, которых не звали, могут сойти с ума, могут закончить свою жизнь в дурках, понимаете, и в тюрьмах, еще где-нибудь. А уж ребенок, который не понимает этого всего, конечно, его защита еще слабая, и эти темные силы могут просочиться в его жизни. Ничем хорошим это не закончится. Это может завершиться подселением. Как-то показывали, по-моему, мисс Краснодар, что ли, какого-то года начала заниматься этими оккультными науками, значит, вызывать духов, демонов. Сначала это смотрелось как развлечение, а по итогу она до сих пор, она одержима. Она никакая, она располнела, наверное, килограмм 150. Молодая девушка вот так сидит, никакая, безучастная к жизни, отрекшая от всего. Ее разумом овладели, и никто не может ее спасти. Поэтому это очень опасно, понимаете? Ведьмы иногда избавляются от таких сил не просто и нелегко, а обычному человеку это тем более не дано. Так вот, имеет ли право человек, который открывает частный детский сад, мы сейчас не рассматриваем, она действительно занимается магией или она обыкновенный аферист. Вторая версия самая вероятная, потому что по ней это видно. В любом случае, человек, который преподает детям, который работает с детьми, не имеет права тогда вообще открыто заниматься магией, то есть показывать там какие-то работы свои. Он должен делать выбор. Либо он должен работать с детьми, либо он должен работать в магии. Во-первых, общество еще не готово это принимать и понимать. Во-вторых, это две несовместимые вещи. В-третьих, человек, занимающийся магией, со временем его энергия меняется. Его начинает сопровождать огромное количество сущностей. И он уже не имеет права приходить к детям, с ними работать, с ними куда-то, понимаете, вот именно в педагогическом плане он не вправе это делать. Он должен уважать либо одну профессию, либо вторую профессию. Конечно, он может быть педагогом, он может написать книги, если хочет, но именно вот взаимодействовать с детьми он не имеет права, если он занимается магией. Учитель дает пример. Дети не всегда понимают, что это такое. Они слышат это на улице, они слышат это в семье, что это такое за магия. У них может быть совершенно неправильное представление о магии. А учитель должен явиться примером для детей. Как нужно жить, как нужно себя вести. Как-то показывали, это, конечно, несравнимые вещи, но в любом случае женщина там подрабатывала в ночном клубе стриптизершей. А днем преподавала, когда узнали, в общем, родители попросили ее уйти, там целая, значит, история. И вот обсуждали, имеет ли право человек, который, свободен, который вне рабочего времени, никого не трогает, никому не мешает, работать там, где он хочет. И вот разделились, знаете, мнения. Некоторые говорят, почему мы живем в свободной стране, человек ничего плохого не делает, она это делает вне рабочего времени. А я считаю, что не имеет права. Она пример для детей. Учитель, от слова «учить», это человек, который воспитывает целое поколение. На примере учителей мы учились, как одеваться, как разговаривать, как сидеть. Манеры их перенимали, понимаете? Я даже переняла манеру писать. То есть почерк моей любимой учительницы, который был ужасный почерк, но я ее так любила, что я начала писать, как она пишет. И в итоге испортила свой почерк. Но дети перенимают. Если ребенок видит, что ее учительница после работы подрабатывает стриптизершей, да, или кем-то еще, значит, что остается в голове ребенка? Что это нормально.
что это хорошая профессия, надо туда идти. И ничего тут такого нет. Понимаете, это, да, несравнимые вещи, но ребенок, который знает, что ее учительница еще и магией занимается, считает, что все могут заниматься. Он может неправильно воспринимать магию. Он может не уважать ни учителя и ни эти таинственные силы. Он может прийти, пытаться делать то же самое, что делает учитель. Посмотреть его канал, начать делать какие-то ритуалы, потому что это и учитель. Я абсолютно посторонний человек. Меня посмотрел ребенок, отошел в сторону. Да, учить детей, что есть удача, что есть боги, что боги удачи нас видят. Можно попросить и получить эту удачу. Это можно. Осторожно и такие вот, ну, поверхностные вещи, но такие дебри для неокрепшей психики очень опасно, и туда лезть нельзя. Так вот, человек, который занимается магией, он не просто живет обособленно, не просто так, он живет вне этой цивилизации, подальше для себя, и работает, и не всем раскрывает до конца свои тайны. Потому что, во-первых, человечество не готово это принять, во-вторых, это очень таинственная профессия, она всегда была закрытая, за 7 замками, и не всем было дано. Именно поэтому избранные этим занимались. Во-вторых, магия – это не веселое занятие. Магия – это темные дебри. Магия имеет и черную сторону, и злую сторону, понимаете? И тем более для ребенка, для неокрепшей психики, учительница, которая еще и магией занимается, для этого ребенка это очень опасная дорога в никуда. Ребенок может начать подражать своему учителю, которого любит. Даже если этот учитель дает очень замечательные знания, он должен выбрать либо одно, либо второе. И когда я посмотрела это, честно, я возмутилась. Не имеет права человек этого делать. Она не вправе заниматься магией. Ну, там сразу видно, что это абсолютная мошенница. Почему? Черная магия, разделение магии на черную и белую, нагнание жути, таинственности. Это, ну, это видно фальшиво. Этот человек просто зарабатывает на магии. И очень жаль, потому что по таким людям потом судят обо всех. Но ничего не сделаешь, понимаете? Самозванцы есть везде. В медицине тоже есть самозванцы, врачи, которые ничего не понимают, но работают врачами и получают огромные деньги, особенно в этих платных клиниках, где вообще врачей днем с огнем не найти. Это очень страшно. Я вообще бы запретила все платные клиники в России, если честно. Вообще бы запретила, потому что это просто дорога в никуда. Это губит человеческие жизни. Платные клиники, они заинтересованы просто зарабатывать. Они обманывают, придумывают различные страшные диагнозы, что приводит к очень большим катастрофам, потому что человек пока туда-сюда пытается, и он действительно начинает на этой почве заболевать. Я бы запретила. Это тоже аферизм, это тоже самозванство. Поэтому самозванство, оно не только в магии. Понимаете? Неправильно так думать, что только в магии самозванцы есть, а в остальные профессии официально приняты, они вот в них все хорошо. Нет. Так вот, мое твердое убеждение в том, что человек, который занимается магией, не имеет права работать с детьми. Все. Если он занимается магией, он должен заниматься только магией. Нет, значит, ты сделай выбор. Значит, не занимайся, значит, будь педагогом. Пусть никто не знает, чем ты занимаешься, потому что для детей это станет очень нехорошим, дурным примером. Ребенок не понимает, что такое дано, одаренность, не понимает, что такое сила человека. Ребенок смотрит на твои действия и перенимает это все. И это для него может закончиться трагически. На этом все, друзья мои. Всем удачи, всех благ. Захотелось просто эту тему немного обсудить.